Сегодня в программе. Что происходило на минувшей неделе в зале номер 7 Хамовнического суда? И чем не угодил прокурорам допрос господина Миллера в американском суде? Сейчас в зале суда должно быть разрешено экзотическое ходатайство государственных обвинителей. В общем-то, это ходатайство даже замешательство поставило судью. Это сегодня случилось? Сегодня, да. Борис Немцов, политик и бывший министр топлива и энергетики, о реальной подоплеке дела ЮКОСа и об особенностях работы известных нефтяных компаний. Могу сказать, схемы, которые использовались в те годы, были стандартными. Более того, они были стандартными даже уже и при правлении гражданина Путина. Здравствуйте. Итак, в эфире программа «Процесс. Итоги». И сегодня у нас в гостях адвокат Елена Липцер и сопредседатель «Солидарности» Борис Немцов. И сначала вопрос к вам, Лена. Что происходит сейчас в зале суда? Немножечко вот этой судебной хроники. Сейчас в зале суда должно быть разрешено экзотическое ходатайство государственных обвинителей. В общем-то, это ходатайство даже замешательство поставило судью. Это сегодня случилось? Сегодня, да, вдруг, после того, как несколько свидетелей, которых обвинение было намерено допросить в суд, так и не доехали, вдруг явилась госпожа Ибрагимова, одна из обвинителей, которые участвуют в судебном процессе, прокурор, которая со стороны обвинения поддерживает обвинение в отношении Ходорковского и Лебедева. И вдруг она явилась с ходатайством, сразу же поставив суд в какое-то не очень понятное положение, потому что, по сути дела, они попросили суд уже сейчас признать недопустимым доказательством допрос американского гражданина в американском суде по ходатайству американских адвокатов Ходорковского и Лебедева. Это работник PricewaterhouseCoopers, господин Миллер, он был неоднократно допрошен следствием в ходе предварительного следствия, и, в общем-то, на его показаниях строятся многие утверждения обвинения. И когда прокуратура узнала, что было заявлено ходатайство американскими адвокатами о допросе этого свидетеля в американском суде, что предусмотрено американским законодательством, они решили предотвратить вообще сам этот допрос и попросили судью, чтобы он, не видя вообще ни как оформлены документы, ни самого допроса этого свидетеля, чтобы уже сейчас суд признал, что это будет недопустимым доказательством. Ну и что признал суд? Суд пока ничего не признал, я уехала на самом интересном месте. Сейчас должна выступить сторона защиты со своими возражениями, а потом должен суд определиться по этому вопросу. Ну а как вот вы думаете, чего они испугались-то? По всей видимости, они неуверенно себя чувствуют в отношении этого свидетеля, потому что одно дело свидетелей допрашивать здесь в Генеральной прокуратуре, и другой совершенно момент, когда свидетель будет допрошен под присягой в американском суде и с участием американских адвокатов. То есть это совсем другая процедура, и, конечно, он в своей стране себя чувствует гораздо свободнее, чем гораздо больше может сказать. Как вот вы сейчас уже по истечении определенного времени считаете позиция тех, кто уже выступил в качестве свидетеля обвинения, вот насколько эта позиция достойна того обвинения, которое предъявляется? Честно говоря, мы пока еще, пока было допрошено 20 с лишним свидетелей из 250 заявленных Генеральной прокуратурой, но мы пока еще не увидели ни одного свидетеля, который бы действительно подтверждал те обвинения. Был допрошен свидетель, который говорил о нормальной практике. Просто он 10 лет проработал на предприятии. Да, я читал этот допрос. И он говорил о том, как нефтедобывающее предприятие продает нефть. Есть нефтетрейдер, который ее покупает, направляет ее на... То есть он рассказывал о совершенно законных процедурах и схемах, правильно? Да. Я попрошу вас сейчас все-таки связаться с судебным заседанием, позвонить своим коллегам просто относительно решения, да, вдруг уже какая-то новая информация. Он не может оценить несуществующие доказательства, поскольку доказательство не имеет заранее установленной силы. То есть фактически, получается, он им отказал. Да. В ходатайстве отказал. Спасибо. Давайте сейчас переведем это на очень простой язык, Лен, чтобы наши зрители все-таки поняли смысл произошедшего сейчас. Смысл в том, что прокуратура просила суд, не видя допрос этого американского свидетеля американским судом, сразу же сейчас уже сказать, что это доказательство будет недопустимым. Судья решил, что он не может это сделать сейчас. Совершенно правильно решил, потому что он не видел ни как процессуально оформлены эти документы. То есть он не может сказать, документы оформлены процессуально неверно, с нарушением закона, поэтому они не могут быть использованы как доказательство. То есть допрос состоится?
Допрос состоится 18 декабря, по всей видимости. Это то, что было в документе. Борис Ефимович, вы ведь были еще и министром энергетики, если не ошибаюсь, да? Министром топлива и энергетики. Да. Могу сказать, схемы, которые использовались в те годы, были стандартными. Более того, они были стандартными даже уже и при правлении гражданина Путина. Вот, это так и считались законными. Да, считались законными. Это так называемые внутрикорпоративные цены, вот, трансфертные цены. Так работают до сих пор такие небезызвестные компании, как Роснефть, вот, которая захватила имущество ЮКОСа. Так работает «Газпром» на внутреннем рынке, по крайней мере. Так работают другие нефтяные компании. «Газпромнефть», например. Ну, вот смотрите, вот то, что вы сейчас сказали, это уже свидетельское показание, в общем. Да, но только оно... Я готов выступить свидетелем на процессе. Дело в том, что процесс находится под тотальным контролем Путина и Сечина. Да? Вот. Задача не допустить Ходорковского на свободу в 2011 году, когда заканчивается его срок. Задача не допустить. Патологически боятся, что вот этот человек выйдет на свободу и будет с Путиным и Сечиным разбираться. Патологически боятся. Изнасиловали всю правоохранительную систему, изнасиловали всю судебную систему, да, изнасиловали несчастных судей, этих прокуроры, на которых смотреть без слез невозможно. Я же был на процессе. Вот, все это тошно на это на все смотреть. Елена, скажите, а все-таки вот вы допускаете, что будет какое-то определенное противодействие тому, ну, по крайней мере, тем приглашенным, которых вы заявите как свидетелей защиты? Дело в том, что наша позиция состоит в том, что все свидетели, которые были допрошены и заявлены свидетелями обвинения, мы считаем их свидетелями защиты тоже. То есть мы, в принципе, об этом сказали еще по окончании ознакомления с материалами дела. Другой вопрос, что следователь незаконно совершенно не включил список этих свидетелей в обвинительное заключение, что был обязан сделать. А допускаете вы, что некто, кто действительно владеет большим объемом информации, что этот человек будет поставлен в определенные жесткие рамки и будет испытывать на себе чудовищное давление, в силу чего просто будет вынужден Ходорковского оговорить? Как можно оговорить Ходорковского и объяснить суду, что они украли вместе с Лебедевым всю нефть, которую ЮКОС добыл за 5 лет? Вы понимаете, это просто в любой нормальной голове уложиться не может. Это невозможно доказать такое обвинение. Первоначально это дело, которое до сих пор, кстати говоря, расследуется, и сейчас срок следствия по этому делу продлен до 107 месяцев. То есть я, честно говоря, не знаю таких еще дел, чтобы 107 месяцев шло расследование. Вот оно расследуется до сих пор, это дело. Оно было возбуждено в 2003 году по факту хищения акций Апатита. В итоге по этому эпизоду, собственно говоря, это не было вынесено приговор, поскольку истек срок давности. А вот скажите, вопрос именно к вам, вот он поступил вчера. Скажите, пожалуйста, можно ли подать в суд и какой на ВВП за его высказывание в Париже 3 декабря? Ну, вы, наверное, знаете, о чем. В басманный суд подать можно. Ну, я образно, конечно, говорю. Вот Борис Ефимович сейчас судился в суде, насколько я знаю. За Москворецкий. Сумма 5 миллионов рублей. 6 требований Лужкова опровергнуть такие вещи, что там коррупция в Москве система, что подписывал постановление в пользу Батуриной, там, что предоставлял ей льготы. Ну, требования опровергнуть. Судья из 6 требований отклонила 5. Это поступок. Это поступок. Борис Ефимович, но сам тот факт, что они слегка отличаются друг от друга, и судьи думают о репутации, в разной степени, но думают. Это, конечно, 100% так. Но вот вопрос, который задал Николай, на мой взгляд, он принципиальный. Путин дважды, то есть продуманно, по сути, обвинил Ходорковского в убийстве. Там сравнения были какие? В массовых, повторяю, убийствах. Да, что он убил там 5 человек, или я не знаю, сколько человек. Вы знаете, Лена, что таких обвинений Ходорковскому на суде не предъявлялось об убийствах. Никогда не предъявлялось. Я, кстати, считаю, что процесс Ходорковский против Путина, даже в басманном суде, как вы, Лена, говорите, это правильно. Но это беспредел. Понимаете, вот это беспредел. Вот если он подозревается в убийстве, что ему тогда вот это абсурдное обвинение в краже всей нефти, добытой за многие годы? Почему даже эти отвязанные, совершенно лишенные, мне иногда кажется, всякой совести прокурора, ни слова не говорили, что он убийца? А Путин говорит об этом.